Сегодня мы с вами будем делать осенние декоративные листья из шерсти с помощью воды и мыла. Шерсть можно использовать любой микронности, как в кардачосе, так и в ленте. В этом видеоуроке вы увидите создание двух кленовых листочков, а другие листья вы сможете сделать по этому же принципу. Еще нам потребуется чисто шерстяная пряжа для контура и прожилок листа. Создавать листья мы будем мокрым способом, то есть нам понадобится мыло и вода. Для создания таких декоративных листьев вам не потребуется опыт валяния или в тонкой раскладке шерсти, а также вам не нужно быть художником и уметь рисовать красивый кленовый лист. За помощью мы обратимся к самой природе, и, конечно, нам потребуется шерсть. Шерсть может быть любой тонины и любого вида, как в гребеной ленте, так и в кардачосе. Единственное, что нужно подобрать осенние цвета шерсти и вязальную шерстяную нитку, в которой мы будем выкладывать контур и прожилки. Для одного листа шерсти потребуется совсем немного. Я, честно говоря, даже ее не взвешивала. И еще, конечно, нам нужны будут сами листья. Выбирайте листья красивой формы и большого размера, потому что при валянии лист у нас будет уменьшаться. Если вы не нашли красивой цветовой гаммы листьев, не беда, мы их создадим сами. У меня на деревьях листья еще зеленые, поэтому окрашивать я их буду шерстяными волокнами. Итак, я сорвала листики, принесла их домой. Чтобы они не закрутились в трубочку, я их положила в тазик с прохладной водой. И когда у меня все было готово для валяния, я их достала, положила под тонкую пленку и промеряю длину нитки, которую мне нужно отрезать от клубка, проводя ее по всему контуру листа, включая черешок. Так, обрезаю нитку, смачиваю ее в мыльном растворе, отжимаю. И сейчас аккуратненько буду раскладывать эту нитку на пленке. Она хорошо будет держаться, потому что намочена мыльной водичкой. И раскладываю по контуру, проходя все-все-все изгибы самого листа. Когда вы будете искать листья для вашей работы, то берите листья с большими изгибами, тогда лист получится более интересной формы. Итак, я заканчиваю, то есть у меня черешок, я начинала с черешка и заканчиваю черешком. Тут же отмеряю, сколько мне вязальной нитки нужно отрезать для прожилок. То есть те прожилки, которые очень явно видны на самом ножевом листике, мы их и прокладываем. Скажу вам сразу, что этот урок не только для начинающих, но и для работы с детьми. Я проводила уже несколько очных мастер-классов, и дети, начиная с 4 лет, создавали прекрасные листики красивой цветовой гаммы, красивой формы. Кстати, на нашем сайте вы можете найти интересные видеомастер-классы, видеокурсы по валянию и крашению, которые вы сможете использовать в своей работе. Ссылка на сайт есть в описании. Сейчас приступаем к раскладке шерсти. Используя все осенние цвета, которые мы подобрали, я начинаю с зеленого цвета. Когда вы вырываете прядку, если она очень длинная, то ее можно разрезать и по низу пустить тупые края. Начинаю совмещать цветовую гамму: зеленый, оранжевый, темно-желтый, красный.
в хаотичном порядке раскладываю прядочками. То есть вот как ложится, так и работаете. Никаких правил раскладки шерсти нет. Самое главное, что шерстью нужно перекрыть основной контур листа. То есть контур листа сейчас вам не должен быть виден. Тогда он хорошо приваляется к шерсти. Если вы будете оставлять пространство между шерстяной ниткой и самой шерстью, то в процессе валяния шерстяная нитка может сползти с шерсти и получится в этом месте дырочка, придется где-то подшивать. Поэтому лучше перекрывайте, но, конечно, большие выступы не делайте, чтобы потом эту шерсть, когда мы закончим работу, мы ее будем подрезать по контуру, чтобы лишнюю шерсть не выбрасывать. Итак, создаю цветовую осеннюю гамму. В голове представляю мой листик, потому что у меня нет примера. Вот, если у вас есть пример, то будет интересно создать настоящий красивый осенний лист, который вы принесли домой. Можно один лист засушить, второй свалять и посмотреть потом на результат. Используйте тоненькие диффузные края шерсти для красивых переходов. То есть накладывая один цвет на другой, накладывайте тоненькими краями на тот цвет, с которого будет переход. Тогда после валяния у вас получится очень красивая цветовая гамма, которую вы сами создали. Например, если мы положим на красный оранжевый, будет красно-оранжевый. Если на желтый диффузными краями положим зеленый, то получится желто-зеленый и так далее. Вот такой листик получился из гребеной ленты. Мы его сейчас оставляем в покое и приступаем ко второму листу из кардачоса. Листик расправляем под пленкой. Также промеряем по контуру, сколько шерстяной нитки нам потребуется, чтобы отрезать от клубка. Не забывайте оставлять нитку на черешок. Так, смачиваем вязальную нитку, которую отрезали только что, в мыльном растворе и раскладываем по контуру листа. Точно так же, как мы делали в первом случае. Раскладывая кардачос, мы просто отрываем от общей массы небольшие кусочки, раскладываем, и там, где нужно нам сделать переход цвета, растягиваем немного, чтобы шерсть была на просвет. И тогда, накладывая один цвет на другой, у вас все цвета смешаются и получится красивый окрас готового валеного листа.
После раскладки смачиваем листики мыльным раствором. Удобно прижать через сеточку. Если вы видите, что воды много, то можно промокнуть полотенцем. Так как листики небольшие, то очень легко перелить воду. Поэтому смотрите по ощущениям. Если воды очень много, то немножко промокните. У меня получилось воды достаточно. Я накрываю вторым кусочком тонкой полиэтиленовой пленки и начинаю процесс валяния протрясыванием. Листья, которые живые, я убираю. Кстати, здесь можно прожилки поправить. Если вы видите, что вам хочется что-то поправить, то как раз на изнаночной стороне это сейчас можно сделать. И приступаю к процессу валяния способом протрясывания. Я этот способ увидела у Марты Дорофеевой и очень им пользуюсь. Мне нравится сваливать шерсть без использования виброшлифовальной машинки, именно способом протрясывания и катания в рулоне. Протрясываю примерно по 30 раз с каждой стороны, переворачивая лист в разных направлениях. Затем катаю в рулоне примерно 2-3 минуты в общей сложности. Как вы видите, я заворачиваю листья с разных сторон. После этого открываю пленочки. У нас уже должно хорошо все приваляться, но все-таки хорошо посмотрите контур, чтобы он у вас в процессе не отошел. Поэтому нам нужна чисто шерстяная нитка. И затем проглаживаю, прохожусь по всему листочку. Продолжайте процесс валяния любым удобным для вас способом. Если вы валяете первый раз, то советую вам притирать с двух сторон. Когда войлок уплотнится, можно его немного покатать в руках, комочки. Только обязательно нужно периодически расправлять и подправлять края, чтобы они не завалялись и чтобы листик был все-таки гладкий. Поэтому катайте в комочки и проглаживайте. Катайте в комочки и проглаживайте. Вот так вот еще можно подкидывать легко. И вы уже почувствуете, что войлок постепенно становится плотнее и наш листик уменьшается в размерах. Коэффициент усадки у меня получился примерно 40%. Значит, нам нужно понимать, что наш валеный лист станет меньше оригинального. Поэтому, когда вы будете подбирать листья, живые листья для того, чтобы создать декоративные валенные, то ищите большие листья, понимая, что еще произойдет усадка. На процесс валяния рассчитывайте примерно 20 минут времени. Кардачес усаживается медленнее, чем гребенная лента, вот, поэтому имейте это в виду. У меня была шерсть 18-19 микрон в гребеной ленте и в кардачесе 24 микрона. Но мне кажется, для таких небольших декоративных работ можно использовать шерсть любой тонины. И даже можно совместить в одном листе кардачес и гребеную ленту, если, например, у вас не хватает подходящих цветов для одного вида шерсти. Когда листики почти готовы, то нужно срезать выступающую шерсть по контуру. Возьмите удобные ножницы, поворачивая лист одной рукой, второй рукой ножницами срезайте вдоль приваленной шерстяной нитки. Почему важно срезать выступающие края, когда лист свален примерно 80%, не раньше? Потому что если нитка не очень хорошо еще сцепилась с шерстью, и после обрезания она может легко сползти и получиться между шерстью и ниткой пространство.
Таким образом получится дырочка. Приходите к нам на сайт за полезными обучающими материалами по валянию и крашению. Мы с Эмилией Пономарев стараемся очень подробно показывать и рассказывать все тонкости и акцентировать внимание на проблемы, которые могут возникнуть, чтобы с пониманием избежать ошибок. Доваливаем листики уже с подрезанными краями. И в процессе валяния, видите, из кардачоса лист больше, он еще у меня не совсем свалялся. И в процессе доваливания краешки затрутся и не будет видно срезанного ножницами края. После валяния выполаскиваем листья в прохладной воде, отпариваем утюгом с паром и высушиваем просто на ровной поверхности на полотенце. Вот такие листики можно свалять в кругу семьи, с детьми и украсить ваш дом в осенней тематике. Я думаю, что этот мастер-класс подойдет для любого уровня, любого возраста. Творите, создавайте красоту, делитесь с друзьями и всего вам самого доброго. Жду от вас фотографий и комментарий. Если возникнут какие-то вопросы, обязательно пишите. С вами была Петрик Яна, студия Войлок Мадемуазель.